Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня хочу вам предложить связать вот такой необычный, изящный, очень красивый ажурный палантин. Произвел на меня впечатление эта моделька. И, в общем-то, нашла я схемку и решила, что мастер-класс надо сделать. Очень красивый узор. Мне очень нравится. В этом мастер-классе будет подробный попетельный расчет. Я вам расскажу все нюансы вязания этого палантина. И начнем мы с выбора пряжи. Итак, смотрим пряжу. Для вязания этого палантина я выбрала пряжу Ангора Alize Real 40. Это турецкая пряжа хорошего качества, 100 грамм 480 метров у нас. Цвет я вам приближаю вот такой. Без очков, девочки, я не взяла очки, не показываю, не могу назвать цвет. И состав 60% акрила, 40% шерсть. Вот давно вяжу я из этой пряжи всевозможные пушистые, красивые вещи. Пряжа нежная. Сейчас я вам покажу ниточку. Посмотрите, вот так у нас выглядит ниточка. Пушистая, хорошей скруточки. Рекомендую ее для вязания этих всяких шарфиков, палантинчиков, да, шалей. Если обратите внимание, у меня на канале много очень вещей, которые я вязала из подобной пряжи разных цветов. Так, ну и вот так выглядит наш красивый узор. Здесь 2 раппорта связано в высоту и 2 раппорта в ширину. Как связать этот палантин, давайте обсудим сейчас, после того, как посмотрим схему. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Значит, обратите внимание, раппорт идет по центру на 16 петлях. Высоту это 28 рядов раппорт составляет. Перед раппортом идут 7 петель. И за раппортом идут 10 петель. Как использовать эти петли при вязании, я подробно расскажу чуть позже, после того, как мы с вами свяжем образец узора. Для чего это все нужно, я тоже поясню. Это нужно для симметрии, девочки. Именно так будет правильно расположить узор. Про условные обозначения давайте. Значит, пустая клеточка, лицевая петля, накид – это кружочек. Треугольничек равнобедренный – это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Теперь, что касается треугольничков, тут вот их не видно. Прямоугольных, смотрите, они у нас справа и слева идут, да? Значит, это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и это в зеркальном отображении 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот и все условные обозначения. Да? Изнаночные ряды вяжем изнаночными петельками. Здесь в схеме указаны только лицевые ряды. Так, мои хорошие, и про описание. Вот такое у меня есть описание, которое я выложу под видео. Вот. Очень короткое, небольшое. Все эти размеры я обосновываю. Размер палантина 70 на 150 сантиметров. Пряжу вы уже посмотрели. Общий расход на палантин около 300 грамм. Спицы используем номер 4. Плотность определяем в процессе вязания. Здесь вот у меня есть описание, как вязать палантин. Но в сегодняшнем мастер-классе в конце видео я затрагиваю тему и показываю вам, сколько петель вам понадобится для вязания шарфика. Если вы захотите связать шарф 35 сантиметров в ширину. Вот. Поэтому, пожалуйста, если вас интересует шарф, обратите на это внимание. А в описании я не указываю, значит, сколько петель набирать, но в своем объяснении в конце видео я затрагиваю эту тему, подробно вам показываю, как расположить там узоры. Так, мои хорошие, ну а сейчас давайте приступим с вами к вязанию данного узора. Для образца я набрала 35 петель, спицы номер 4 используем. Я связала уже 1 раппорт узора, и сейчас мы с вами свяжем еще 1 раппорт.
Так, начинаем с первого ряда. У нас, значит, схема построена таким образом, девочки, что у нас 7 петель идет перед раппортом. Затем идет нужное количество раппортов. В нашем случае для образца мы будем вязать один раппорт на 16 петлях. И за раппортом еще 10 петель. Но вообще в целом получается, что здесь два раппорта, только один раппорт поделили симметрично пополам. Справа и слева расположили, плюс одна петля для симметрии. Итак, набираем 35 петель, вяжем первый ряд. Первую кромочную сняли, вяжем лицевая, накид, 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Связали 7 петель перед раппортом. Теперь вяжем раппорт. Лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я первую и вторую петли меняю местами. У меня первая за работой, вторая поверх нее накидывается, и вяжу я 3 вместе лицевой. Связали. Далее вяжем 6 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6. Делаем накид, лицевая, накид, опять 5. Так, 5 лицевых вяжем. Раз, два, три, 4, 5. Раппорт связали. И за раппортом 10 петель вяжем. Лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 6 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6. Делаем накид, лицевая. И кромочную вяжем изнаночной. Связали образец первого ряда. Второй ряд и все четные ряды, девочки, мы будем вязать, как смотрят петли. Ну, поскольку у нас они везде смотрят лицевыми, а в изнаночных рядах изнаночными, то мы все четные ряды вяжем изнаночными петельками. Третий ряд вяжем. Вяжем петли перед раппортом, 7 петель. Кромочную сняли, 2 лицевые, накид, 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Начинаем вязать раппорт узор на 16 петлях. Лицевая, 2 вместе лицевой с выделением центральной, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Затем 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Накид, 3 лицевые. Раз, два, 3. Накид, 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Связали раппорт узора и 10 петель за раппортом вяжем. Лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Меняю петельки местами. Первая, вторая поверх первой. И провязываю 3 вместе лицевой. Затем у нас идут 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Делаем накид и 2 лицевые. Раз, два. Кромочная, изнаночная. Четвертый ряд изнаночными петлями вяжем. Пятый ряд вяжем. Первая кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо.
Я меняю петельки местами, я бабушкиным методом вяжу. У меня первая за работой, вторая поверх нее перед работой. Провязала 2 вместе лицевой. Делаем накид, лицевая, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее начинаем вязать раппорт. Вяжем первая лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая, накид и 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт узора. За раппортом 10 петель вяжем. Лицевая, 3 вместе с выделением центральной петли, четыре лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. 6-й ряд изнаночной петли. 7-й ряд вяжем. Семь петель перед раппортом. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 лицевые. 1, 2. Вяжем раппорт узора. Лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 2 лицевые, 1, 2. Связали раппорт узора и за раппортом 10 петель. 1, 2. За раппортом 10 петель, первая лицевая. И далее вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Далее вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочная, изнаночная. 8-й ряд изнаночной петли. 9-й ряд. 7 петель перед раппортом вяжем. Первая лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Делаем еще один накид, лицевая, накид, лицевая. Связали 7 петель. Далее вяжем раппорт узора. Лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая, накид, 3 вместе с выделением центральной петли, накид, лицевая, накид, лицевая. Связали раппорт узора. За раппортом 10 петель вяжем. Лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, 1, 2, накид, лицевая, накид, 3 вместе с выделением центральной петли, накид, лицевая, кромочная, вяжем изнаночной. Связали. 10-й ряд вяжем изнаночными петельками. 11-й ряд у нас с вами. Вяжем 7 петель перед раппортом. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид.
Далее вяжем раппорт узора. Лицевая. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Лицевая. Накид. 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид. Далее вяжем 10 петель за раппортом. Лицевая. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Лицевая. Накид. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочная, изнаночная. Так, отлично. 12 ряд вяжем изнаночными петельками. 13 ряд. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. Лицевая. Далее вяжем раппорт узора. Накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. Лицевая. Накид. 3 вместе с выделением центральной петли. Накид. Лицевая. Накид. Опять 3 вместе с выделением центральной петли. Накид. Лицевая. Накид. И 3 раз 3 вместе с выделением центральной петли. Накид. Лицевая. Связали раппорт узора. За раппортом у нас с вами вяжется 10 петель. Вяжем накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. Лицевая. Накид. 3 вместе с выделением центральной петли. Накид. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочную вяжем изнаночной. 14 ряд вяжем изнаночными петельками. У нас с вами 15 ряд. Вяжем 7 петель перед раппортом. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И далее идут у нас лицевые петли. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее начинаем вязать раппорт. Накид, лицевая, накид. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали раппорт узора. За раппортом 10 петелечек вяжем. Лицевая, накид, лицевая. Далее у нас идут 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. Кромочная, изнаночная. 16 ряд вяжем изнаночными петельками. 17 ряд. Две вместе лицевой с наклоном вправо. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Это были 7 петель перед раппортом. Теперь вяжем раппорт. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4,
5. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Связали. За раппортом 10 петель. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. 18 ряд вяжем изнаночными петельками. 19 ряд вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая. Начинаем вязать раппорт узора. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, лицевая, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Четыре лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая. Связали раппорт. За раппортом 10 петель. Вяжем накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, лицевая, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. 20 ряд вяжем изнаночными петельками. У нас с вами 21 ряд. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 2 лицевые. 1, 2. Связали. Теперь начинаем вязать раппорт. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Три лицевые. 1, 2, 3. Накид, 2 лицевые. 1, 2. Связали раппорт. За раппортом у нас идут с вами 10 петель. Вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. Связали. 22 ряд вяжем изнаночными петельками. 23 ряд у нас. Вяжем первые 7 петель вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Вяжем раппорт узора. Накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые. 1, 2, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова 2 лицевые. 1, 2. Накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Связали раппорт узора. За раппортом вяжем 10 петель. Накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. 1,
2. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. 24 ряд изнаночной петли. 25 ряд у нас. 7 петель перед раппортом вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 16 петель раппорта. И у нас идут с вами 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, лицевая. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Лицевая, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Связали раппорт узор. За раппортом вяжем 10 петель. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. 26 ряд вяжем изнаночными петельками. 27 ряд вяжем. 7 петель перед раппортом у нас. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, лицевая. Вяжем раппорт узора. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, лицевая, накид, опять 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, лицевая. Связали раппорт узора. И за раппортом у нас осталось еще 10 петель. Вяжем накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, лицевая, накид, 3 вместе с выделением центральной петли. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная, изнаночная. Связали мы с вами 27 ряд. 28 ряд мы вяжем изнаночными петельками. И у нас на этом раппорт узора заканчивается. Мы начинаем повторять узор с первого ряда. С 1 по 28 опять. Вот так у меня выглядят 2 раппорта связанных. И сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку нашего связанного образца, чтобы определить его плотность. Горячим паром обдаем наш образец. И растягиваем его, девочки, в разные стороны. Он у нас очень такой становится влажный, податливый. Тянем его энергично, чтобы он вот в своем влажном состоянии распрямился, принял форму, которая ему будет присуща во время носки, да? И сейчас плотность узнаем вязаного образца. Так, все. Сушим образец. Сушим его. Так, мои хорошие, смотрите. Давайте сейчас измерим с вами ширину нашего связанного образца. Так, вот я приложила линеечку 25 сантиметров ширина. Давайте в другом месте. Ну, тоже 25. Итак, мы набирали 35 петель. 35 петель поделим на 25 сантиметров.
получаем плотность 1,4. Давайте запишем, чтобы не забыть. Так, в 1 сантиметре 1,4 петли. Так. И по вертикали также. У меня 2 раппорта. Получается по 28 рядов. И это будет 56 рядов. И в сантиметрах это выглядит, здесь волнистый край, 26,5. Ну вот там, где 27 идет, давайте 26,5, 56 рядов поделим на 26,5 сантиметров. Плотность по вертикали 2,1. Запишем. В 1 сантиметре 2,1 ряда. Теперь с этими цифрами обращаемся, значит, к длине и ширине желаемого изделия. Если вы хотите связать палантин, то ширина этого палантина обычно бывает 60, скорее больше к 70 сантиметрам, да? Но здесь сейчас надо избирательно подходить. Если мы берем с вами 70 сантиметров, умножаем на нашу плотность 1,4, по горизонтали получаем 98 петель. И теперь нам надо сделать так, чтобы у нас с вами раппорт идеально вписался. 98 наших петель, таких пока предварительных, поделим на 16, число петель в раппорте. Получилось целое число 6. То есть 6 раппортов у нас, значит, при желаемой ширине в 70 сантиметров палантина, да? 6 раппортов подряд. Но нужны петельки для окантовки. Обычно делают, можно сделать окантовку, чтобы она не загиналась. У всех палантинов всегда делают вот здесь добавочные петельки, либо платочная вязка, чтобы край, вот знаете, такой был немножечко собранный, да? Вот, либо 2 петельки или 3 делают специальной провязкой такой. Я уже вам, значит, мастер-класс делала на палантин. Хотите там такие же петли используйте, как их вязать, я напишу под видео, девочки. Вот, либо платочную вязку, 3 петли платочной вязки справа, 3 петли платочной вязки слева. Начинать палантин тоже рекомендую с, например, 4 рядов платочной вязки, да, и, соответственно, заканчивать палантин тоже будем симметрично платочной вязкой. Столько, сколько вы делали внизу рядов, столько же и по верху, когда будете закрывать петли. Так, но самое главное нам распределить узор. И поскольку у нас с вами 6 раппортов, я рисую, как должно располагаться это на деле. Я вот так, представьте, что это схематично, я изображаю ваш наборный ряд. Как распределить узоры? Помните, мы вязали 7 петель перед раппортом. Здесь я говорила, будет нужное количество раппортов. И завершать обязательно нужно 10 петлями после раппортов по схеме. И вот смотрите, что у нас получится с вами. Значит, 7 петель мы делаем перед раппортом. Затем мы делаем 5 полных раппортов по 16 петель. Я рисую 1, 2, 3, 4, 5. По 16 петель каждый раппорт вяжется. Завершаем все это дело 10 петлями по схеме, которые за раппортом шли. Мы их вязали. И для края изделия будем применять платочную вязку. 3 петли платочной вязки справа. Начинаем с 3 петель платочной вязки. Вяжем вот таким образом. Распределяем 6 раппортов, да, как я вам нарисовала. По схеме вяжем. И завершаем все 3 петельками после связанных раппортов. 3 петли платочной вязкой. Вот и все. И вот так мы вяжем на нужную нам высоту. Высоту тоже легко определить. Обычно палантин вяжется
длиной около 150 сантиметров, скажем, 1,5 метра, да? И мы с вами сейчас скажем даже, на каком ряду мы сможем завершить, например, эту длину. Смотрите, у нас для этого есть вертикальная плотность. Если мы хотим, чтобы наш узор располагался на высоту 150 сантиметров, умножаем на нашу плотность 2,1. Это будет составлять, девочки, 315 рядов. Я запишу. 315 рядов. Мы сейчас с помощью рапортов определим, где у нас закончится с вами вязание. Итак, смотрите. У нас 28 рядов раппорт. Давайте эти 315 поделим на 28 рядов. Получим 11 целых раппортов. То есть 11 раппортов на 28 рядов. Это будет 308 рядов полных раппортов. То есть 11 раппортов в высоту. И это будет равно 308 рядам. А нам надо, чтобы было 315. Ну вот за счет платочной вязки я вам рекомендую все это дело и сделать. Да? То есть, как я сказала, 4 ряда сделаем, начнем вязать палантин, да, по краю. Начнем с 4 рядов платочной вязки и закончим 4 рядами платочной вязки. В итоге что получится? К нашим 11 раппортам в высоту, это 380 петель, 308 петель, ой, то есть рядов, добавляется еще 8 рядов платочной вязки. Итого получаем 316 рядов. Все наше изделие будет составлять. Вы можете связать шарфик таким узором красивым. Шарфик, конечно же, бывает уже. Пусть он будет 35-40 сантиметров. Считайте таким же образом, как для палантина. То есть, если вы хотите шарфик на ширину 35 сантиметров, предположим, такой ажурный, то вы делаете то же самое, ну это в половину, да, петель. То есть, смотрите, что у нас получается. Для палантина всего сколько петель набираем? Давайте посчитаем. 98 и 6, да? И 6 платочной вязки. Что получаем? Правильно, 104 петли. Для шарфика давайте набирать в половину меньше. То есть, если тут 70 сантиметров, 35 берем, давайте, предположим, у нас 35 сантиметров на 1,4 плотность, это 49 петель у нас. И надо 49 поделить на число петель в раппорте 16. Получается 3 целых раппорта. 3 целых раппорта это 48 петель вообще-то. Вот. То есть мы с вами берем 3 раппорта, девочки, и по краям по 3 петли платочной вязки у нас идут. Ну, это вместе с кромочным получается. Платочной вязкой 2 и кромочной там. Так, в общем, то есть для шарфика вам понадобится, по сути, вот такой расклад. 48 петель задействовано в узоре и 6 петель задействовано платочной вязкой вместе с кромочным. Всего 54 петли для шарфика. Вот. Вот такой вот расклад у нас с вами получается. И узоры для шарфика располагаем, там всего 3 раппорта, следующим образом. То есть мы берем с вами 7 петелек, у нас идут в начале, затем идут 2 подряд раппорта по 16 петель, завершаем все это 10 петлями по схеме за раппортами, да, то есть вот такое расположение, да, и 3 петли платочной вязки по краям. 54 петли получается у нас на шарфик при ширине 35 сантиметров. А длину также, какая вам нужна длина, девочки, по аналогии, как я вам рассчитала для
150 сантиметров делайте. Если хотите, сделайте 120 сантиметров, не такой длинный. Но обычно все-таки делают вот такие длинные 1,40 м, 1,50 м. Палантины шарфики хорошо смотрятся. Вот, мои хорошие, вот такой расклад. Описание, которое я сейчас вам рассказывала, я выложу под видео для вашего удобства. Ну и все на этом. Давайте, я желаю вам удачи. Свяжите себе эту красоту. Пусть она вас радует. Теплая, нежная, красивая, изящная вещь.